Чудеса какие-то! А такое вообще возможно? Орхидеи растут в пустых стеклянных вазах без субстрата. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Ровно месяц назад, 23 ноября 2022 года, на этом канале вышло видео о содержании орхидей в пустых прозрачных вазах без субстрата. Ровно за месяц это видео набрало более 103 тысяч просмотров и более 550 комментариев. В комментариях задавались самые разнообразные вопросы. Как закрепить орхидею в пустом кашпо или вазе? Как поливать орхидеи в открытой системе? Как удобрять их? И самым главным вопросом стал вопрос, как оставить орхидеи надолго, например, на время отпуска, если орхидеи привыкли получать воду в открытой системе содержания каждый день. На все эти глобальные и фундаментальные вопросы ответит сегодняшнее видео. Забегая вперед, скажу, что даже если ваши орхидеи содержатся в классической системе посадки, то есть субстратом, это видео наверняка окажется вам полезным, ведь автоматические системы полива можно использовать не только для открытых систем содержания орхидей. Напомню для тех, кто не смотрел предыдущее видео по заданной теме. Полина перевела свои орхидеи в открытую систему содержания без субстрата в стеклянных вазах в начале апреля 2022 года. Если же вы захотите ознакомиться с предыдущим видео по этой теме, ссылку на него я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Там же вы найдете тайм-коды или временные коды для быстрой навигации по видео. Ну а теперь встречайте, друзья! Полина Антонова, город Москва, Россия. Приветствую зрителей канала Классика орхидейного жанра. Я Полина Антонова из Москвы. Сегодня я хочу ответить на самые часто задаваемые вопросы к предыдущему видео. И еще немного рассказать о своем уходе за молодыми фаленопсисами. Так, опытным путем я пришла к ежедневному микрополиву. Произвожу его утром. В поливную воду я каждый раз вношу микродозу удобрения. На объем 300-350 мл это пара капель, не больше. Если я перестаю регулярно вносить подкормку, при росте новых листьев растения отсушивают такое же количество старых. Для полива и опрыскивания я использую талую воду. Замораживаю в морозильнике до половины, незамерзшую воду сливаю, а оставшийся лед после размораживания использую для полива с удобрением, для опрыскивания без удобрения. Удобряла я всегда микродозой с каждым поливом. Это 1-2 капли на 300-350 мл воды. Удобрение покупаю в том же строительном магазине, любое, какое стоит возле горшков с фаленопсисами. Мне достаточно надписи «Для орхидей». Удобрение. У меня минеральное для орхидей. Вот состав. Я даже не могу никак прокомментировать этот состав, потому что не разбираюсь. Опрыскивать цветоносы и нижние части листьев я начала этим летом, когда случайно нашла канал «Классика орхидейного жанра» и посмотрела несколько видео, посвященных этой теме. Это спровоцировало рост цветоносов одного за другим. Еще не отцвел предыдущий, как уже растет следующий. Раньше такого никогда не было. Опрыскиваю я 1 раз в день, каждый день. Тогда же, когда орошаю корни. Рекомендации Натальи. Я ежедневно стала опрыскивать цветоносы и нижние части листьев. И вот посмотрите, что произошло. У меня никогда не было столько цветоносов на моих орхидеях. Растут новые, пробуждаются почки на старых. Это просто чудеса какие-то.
А опрыскивать я продолжаю и цветоносые, и уже цветущие растения. Сколько нужно воды? Сейчас в холодное время года, до первых капель на дне. Летом, пока вода не покроет все дно, то есть примерно до высоты 1 миллиметра. Вся вода поглощается корнями примерно за час или около того. Корни полностью промокают, но в кашпо вода не стоит. Во второй половине дня они уже высыхают. Ну а теперь давайте поговорим о том, как оставить орхидеи надолго, например, на время отпуска, если они привыкли получать воду каждый день. В этом нам помогут системы автоматического капельного полива домашних растений. Сразу оговорюсь, что обслуживать слишком большие коллекции орхидей подобным способом практически невозможно, но для маленьких коллекций эти системы автоматического полива вполне подойдут. Одна система автоматического капельного полива способна обслужить до 10-15 растений. За автоматическую работу всей системы отвечает контроллер или таймер, имеющий настройки периодичности и продолжительности полива. Контроллер легко прикручивается к горлышку обычной пластиковой бутылки и берет воду из нее. Также можно использовать любую другую емкость для забора воды. При этом таймер устанавливается на эту же емкость при помощи специального кронштейна, идущего в комплекте. Система автоматического капельного полива полностью автономна. Подключаться к водопроводному крану или электросети нет необходимости. Система работает от 4 батареек 3А. Вы можете настроить таймер на полив ваших цветов когда угодно, в любом режиме. Контроллер польет ваши растения полностью автоматически, согласно программе, которую вы сами установили. Работа системы может длиться от 1 до 99 секунд, периодичностью от 1 раза за 12 часов до 1 раза в 1-15 дней. Система необыкновенно компактна и не займет много места во время хранения в течение года, когда она вам не требуется в использовании. Ну а теперь давайте послушаем о той системе автоматического полива, которую использует Полина. Об автополиве. У меня вот такой электроприбор, работает от сети. Их много разных моделей, можно выбрать. Я купила свой в строительном гипермаркете, но они есть и на маркетплейсах. Как он работает? К нему можно прикрутить бутылку с водой, как показано здесь, либо повесить на ведро, как сделала я. Это все содержимое коробки. Конструктор для самостоятельной сборки. Шланг для нарезки на части. Краники для каждого горшка, колышки для закрепления краников. Но поскольку у меня грунта нет, колышки закрепить не в чем, я купила вот такие зажимы для бумаги в канцелярском магазине. Мега размера, они продаются поштучно. И на них мы крепили краники к каждому кашпо. Этот винтик, он крутится. Вроде как должен регулировать скорость подачи воды, но он на нее не влияет. Включаем. Процесс пошел. Ставим таймер. На полминуты. Вот такая скорость подачи воды. Все. Можно вот поставить на каждый час на полминуты. То есть раз в час он будет на 1 минуту, на полминуты включаться. Угу. Вот так-то раз в 3 часа на полминуты. Угу. Вот так
раз в 3 часа на 3 минуты. Ну и так далее. Таким образом, можно задать непрерывную подачу воды от полминуты до 15 минут с интервалом от 1 часа до 7 дней. Есть ли минусы у такой системы автополива? Конечно же, есть. В положенное время система подаст определенное количество воды в каждую емкость. Но орхидеи, как и люди, разные. Они пьют по-разному, они испаряют воду по-разному, а следовательно, потребность воды каждой орхидеи разная. Запрограммировав среднее количество подаваемой воды, одни орхидеи будут недопивать, а у других орхидей будет наблюдаться излишек воды. Тем не менее, эта система однозначно поможет сохранить ваши орхидеи в период вашего длительного отсутствия. Ну а теперь перейдем к вопросам температурного режима для орхидей в стекле. Ведь этот вопрос очень интересен тем, у кого в помещениях недостаточно тепло. Температура содержания. На подоконниках у меня сейчас постоянно около 17-18 градусов. Открываю окна на микропроветривание каждый день. Так как уже морозы, часами, конечно, открытыми не держу, но час спокойно. За это время температура опускается иногда даже до 7 градусов. У меня орхидеи страдали, когда на них прямым потоком шел морозный воздух, они морщили листья. Но когда воздух проникает постепенно, никакого вреда я не замечаю. Как закрепить орхидею в кашпо? Если вы подбираете кашпо для открытой системы, выбирайте его по размеру корневой. Если ваше растение росло в грунте, у него не жесткие корни, и у вас не будет проблем разместить их в новой посудине. Но, возможно, листовая масса будет тяжелее корневой, и орхидея попытается накрениться или вообще вывалиться из кашпо. Какие варианты были у меня? Первый вариант. Орхидея держится на листьях, никаких проблем. Второй вариант. У орхидеи остался высохший цветонос, и я подтянула его к держателю. Вариант подходит, если держателю самому есть во что упереться. Третий вариант. Можно упереть ствол о держатель, как, например, тут, в узком стакане. Я действительно ставила туда палочку от суши, но почему-то не сохранила ни одного фото. Четвертый вариант. Подпереть ствол упругим упаковочным материалом. Это просто упаковочный материал. Остался у нас от чего-то потолще, потоньше, упругий, в то же время мягкий, не портится от воды. Позже его можно будет убрать, когда растение прочно закрепится в кашпо. Несмотря на вышесказанное, как видите, у некоторых орхидей воля сильнее моей. Весной я планирую пересаживать большую часть моих орхидей, и если будет интересно, могу показать все наглядно. А теперь важное замечание для тех, кто хочет перевести орхидеи на открытую систему. Не делайте этого сейчас, зимой. Сейчас самое темное время года. Многим не хватает света. Растения не так активны, как весной и летом. Самое подходящее время года для этого – весна. От увеличения количества солнечных часов растения придут в активный рост и до осени успеют нарастить новые корни. Отклоняюсь ли я сама от своей уходовой системы? Да, в экстренных случаях. И сейчас я расскажу, как я была вынуждена нарушить сразу два своих правила. Начну с самого начала. Phalaenopsis narbona. Я купила ее по уценке в строительном гипермаркете во второй половине августа, то есть 4 месяца назад. Это было растение с минимумом живых корней. Весь веломен на корнях, которые я смогла рассмотреть через стенки горшка, был уже сгнившим. И как это обычно бывает в магазинах, орхидея была нещадно залита. Но ствол был хорошим, и я решила рискнуть. Дома у моей Нарбоны в первые пару недель
еще и пожелтели и отпали 4 нижних листа. Осталось всего 3. Обрабатывал ли я чем-то орхидею после покупки? Нет, ничем вообще. Я не разбираюсь ни в какой химии для цветов, у меня ее нет, кроме удобрения. И, наверное, мне все-таки везло. Я ни разу не сталкивалась ни с чем, кроме черноты на корнях и стволе. Даже не знаю точно, как это называется. С этим я никак не борюсь. Эта чернота хоть никуда и не девается, но в моих условиях никак не развивается. Просто все новое растет уже здоровым, зеленым. С чего я начала свой уход? Я поставила нарбону на южной лоджии, где максимум света. Убрала верхний слой коры до торфстаканчика, чтобы оголить ствол, чтобы он высыхал. Почему не трогаю торфстакан? Я уже убедилась с несколькими своими фаленопсисами, что корни, выросшие в торфстакане, в открытой системе не жильцы, они 100% отсохнут, поэтому пусть остается. Полив был таким же, ежедневным опрыскиванием верхних корней, без фанатизма, конечно же. Растение и так было залито, лишняя влага была ни к чему, просто чтобы живые корни не пересыхали. И, конечно же, я ежедневно опрыскивала цветоносы и листья со всех сторон. Через 3 недели начали расти корни и новый лист. Оставшийся грунт к этому времени, конечно же, уже просох, и я отрезала дно горшка для лучшей вентиляции. По прошествии месяца у меня дома нарбона пробудила по одной почке на каждом из своих 2 цветоносов, чем меня, просто шокировало. Всего 2 полноценных листа, чуть-чуть здоровых корней и 2 цветоноса. Я уже некоторое время изучала в интернете этот сорт. В том числе и на канале «Классика орхидейного жанра» есть не одно видео о нем. Все характеризуют его как очень жизнелюбивый и постоянно цветущий, но я никак не ожидала, что до такой степени. И поскольку Полина упомянула о моей нарбонне, давайте вспомним, как способен цвести этот сорт. Для тех, кто впервые на этом канале, расскажу, что в большинстве своем мои орхидеи растут в классической системе посадки. Всего получилось 8 цветочков по 6 сантиметров. Совсем маленькие, но чудо, что они вообще есть. Так как у корней в таком печальном состоянии почти нет веса, а у листьев и цветоносов очень даже есть, мне пришлось поставить горшок в тяжелое кашпо, просто чтобы он не перевернулся. И какое-то время все шло по плану, пока не случилось то, что случилось дней 10 назад. Наша мохнатая Шкода питает слабость к горшкам с грунтом. Хоть у меня их всего 3 штуки, свои лапы она сует в них регулярно. А в этот раз она вообще решила больше не стесняться и вытащила всю орхидею из горшка, разметав весь оставшийся грунт по всей комнате. Что мне оставалось делать? Вставить растение назад в горшок без дна, в котором она только-только начала закрепляться, уже не было смысла. Ну и я поставила нарбону в то же самое кашпо, прямо как есть, с остатками грунта, с высохшим виламеном, с торфстаканчиком. Ничего не убирала, никак не тормошила. Сверху залепила скотчем, так как зверь не оставляет попыток доконать цветок. Так к чему же было это бесконечно длинное предисловие? К тому, что такое событие, как смена привычных условий для корней, стресс для орхидеи. Она цветет, корни не в росте, и не стоит производить пересадку или переводить на открытую систему до весны. Ну и размер кашпо. Конечно же, оно велико для такой корневой, но растению не на чем держаться, кроме как на своих листьях. А вот именно так нарбона сидит теперь достаточно крепко. В продолжение темы о том, что не нужно пересаживать орхидеи зимой, и тем более переводить свежеприобретенные растения на открытую систему, покажу своих азиатских малышей из закупки. Местная группа распродавала подростков, и я решила взять 2 сорта. Это Микки Краун или Микки Корона и Shoe of Queen или Туфля королевы.
Люблю крупноцветковые, не смогла устоять. Они у меня с 18 ноября, то есть уже месяц. Дома для них уже были приготовлены 2 лампы. Это фитолампы по 10 Вт, свечение теплое, слегка розоватое. Наталья говорила мне, что фитолампы слишком слабые, и если уж я ими пользуюсь, то ставить их нужно максимально близко к цветам, что я и сделала. Маленькое отступление. Я воспользовалась Наташиным советом и перевесила свою фитолампу от аквариума, которая висела над моим сога-юкиданом, пониже. И вот он выдал цветонос. Это будет его первое цветение. Возвращаюсь к малышам. Это мои первые азиатики в амху. Опыта с амхом у меня никакого. Дома я смотрела на них и опять не понимала, как мне их поливать, а сколько воды лить, сегодня надо или не надо, а когда будет надо и так далее. Терзалась сомнениями, а хватает ли им воздуха, а куда корням расти. Ну и не придумала ничего лучше, как достать их из силиконовых стаканчиков и, ничего не трогая, вот как есть, переставить в кружки. Тут буквально по сантиметру, полсантиметра с краев свободного пространства. На этом я успокоилась. Естественно, я опрыскиваю их листья полностью со всех сторон, ежедневно, с самого первого дня. Воду из пазух, из точки роста не убираю никогда. Микки Краун начал активно растить корни уже через 10 дней, а Show of Queen через 2 недели. Через 25 дней после покупки Микки Краун выпустил цветонос, а через несколько дней еще один. Show of Queen выдал цветонос на 28-й день. Для чего вот эта конструкция? У этой орхидеи был слабый тургор листьев. Видимо, готовили к отправке посылкой, сушили. Я вспомнила, что видела у Натальи, что нужно поднять листья вверх для улучшения ситуации. Листья уже почти в норме. Через месяц еще проверю. Почему нож? Потому что деревянная палочка от суши за несколько дней покрылась плесенью. Я ее выбросила и поставила нержавейку. Как видите, корни растут и заполняют свободное пространство. При следующей пересадке я точно так же вытащу их из кружек и переставлю в следующее по размеру кашпо. Убирать мох не собираюсь, все по той же причине. Корни, выросшие во влагоемком субстрате, в открытой системе ждет иссыхания. А так получится, что и моховые корни останутся, и новые будут уже расти приспособленными к новым условиям. Конечно же, пересаживать буду уже после отцветания. Завершу свой рассказ выводом. Для меня перевод в открытую систему и ежедневные опрыскивания по рекомендациям Натальи стали 2 ступенями в повышении качества моих цветов. На открытой системе они набрали зеленую массу, такую, что я теперь сама довольна, а с опрыскиваниями они начали цвести, так как я раньше только мечтала. Хоть он и затратный в плане времени, но я люблю ухаживать за своими цветами и с удовольствием этим занимаюсь. Благодарю за внимание. Желаю всем успехов в уходе за нашими любимыми орхидеями. И поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю нам всем мира, стабильности и добра. До встречи в комментариях. Надеюсь, ответы на вопросы были даны исчерпывающие. Тем не менее, впереди у нас однозначно много интересного. Посмотрите на этот сосуд в руках Полины, в котором растет фаленопсис. Как вы думаете, что это? Дорогущая стеклянная ваза? Нет. Это обрезанная 3-литровая банка. И если вы хотите посмотреть, как сделать сосуд для выращивания орхидей в открытой системе своими руками, обязательно подпишитесь на канал. Полина обещала показать, как они будут это делать. Ну а теперь минутка сказки в заснеженной Москве. И пока вы любуетесь нашей русской предновогодней красотой, я хочу от всего сердца поздравить вас с наступающими праздниками, с Новым годом и Рождеством.
Ну а пока до праздников еще целая неделя, я напомню вам, что 25 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.